Увидимся с вами через неделю. А где не подскажете? 69 номер. Вы что-то такое подобное хотели? Да хоть куда на нем. Может прокатиться? Дядя Толь, прокатимся? Нет, На своем мотоблоке бы прокатились? конечно. Друзья, всем привет! Прямо сейчас мы находимся на пути героя нашего канала дяди Толи. И для тех, кто не знает, мы оставим в описании ссылку, чтобы познакомились с его историей. Сегодня у дяди Толи будет абсолютно невероятный и насыщенный день на события и эмоции. Возможно, сейчас, в 8 часов утра, он проснулся, готовит кушать, кормит собаку, не знаю, подметает на улице свою территорию и не знает, что с ним будет происходить. Но я уверен, что он этот день запомнит на всю свою жизнь. Друзья, пожалуйста, поддержите нас, подпишитесь на наш канал, подписывайтесь на наши социальные сети. И мы вам всем желаем приятного просмотра. Для наших новых зрителей я хотел бы рассказать немного об Анатолии, чтобы вы знали, да, как мы с ним познакомились. Мы о нем узнали от нашей подписчицы, и она нам рассказала, что Анатолий живет, это ее сосед. Случилось так, что он уже год живет без электричества, каких-либо средств существования. Она нам крайне положительно его описала, и вот мы приехали, с ним познакомились, пообщались. На самом деле эта история, она очень простая, и я думаю, что с такими трудностями сталкиваются многие люди, но при этом дядя Толя нас покорил своей добротой, своей искренностью, то, как он живет, несмотря на то, что, можно сказать, у него ничего нету, и при всем при этом он старается максимально за всем ухаживать, зарабатывать деньги, ходить на какие-то подработки, несмотря все равно на свой возраст. Он поделился с нами своей мечтой. Мечта есть, только она несбыточная. Сейчас очень дорогие. Да тоже бы взял бы мотоблок. Ездил бы в лес бы по грибы. И знаете, как у многих есть там мечта иметь дом, машину, я не знаю, там съездить куда-то в отпуск. Дядя Толя мечта простая, и она еще связана не просто, да, с чем-то вот что-то иметь, она связана с тем, что он благодаря, да, вот если у него это будет, он сможет еще и себя обеспечивать, зарабатывать какие-то деньги. Мы не могли остаться в стороне, и дальше сейчас мы уже будем переходить в сюжет. Я думаю, многие из вас очень порадуются с дядей Толей и испытают те же эмоции, что испытаем мы. Дядя Толя играет мячик. Ане также поставим, да? Подъехали мы, значит, дядя Толя, а он тут мячик гоняет. Дядя Толь, здрасте! Молодость вспоминаете? Да, вспоминаю, футбол играл когда-то. Здрасте! Бегали, играли. Бегал. А так часто, с соседскими детьми? Ну, как что, конечно. Воспитываете, что-то, как? советы какие-то, да, Конечно, даете? надо. Правильно. После нашей встречи как-то духом немножко воспряли. Работаем. Вы говорили, что там, тоже что-то на участке хотите себе делать, что-то сдвинулось у вас с места, да? Конечно. Покажете, как там сейчас у вас? Пойдем. Что касательно еще здоровья, дядя Толя нам обещал, что в мае после праздников начнет заниматься, что сходит в больницу, все пройдет, всех врачей как положено. Праздники еще. Ну да, как праздники закончатся, вы начнете всем заниматься. Конечно. Так немного осталось. Вот там, я помню, была свалка Да, куча мусора. было, да. Вы это все сейчас убрали. Убрали. Все, вы потом вам приедут, вспахают все это дело. Да, сосед будет пахать, Поможет, да? конечно. Так, я кое-что забыл. Дядя Толь, немного продуктов вам взяли. Спасибо. Тоже разберете. Ой, это кто приехал? А что, авария какая-то? Здрасте. Что-то с компьютером там. Ну как? Ну сейчас по компьютеру платишь себе. Так. Может, автомат включить? Ну-ка, включите-ка. Смотрите. Горит? Ну, мы вас поздравляем. Я тоже поздравляю.
Это вам такой подарок от нашего канала. Мы хотели сделать это все маленько по-другому. У нас это было запланировано. Они должны были там, по идее, сейчас это все, у них система новая. Они должны были нажать кнопочку у себя там в офисе, и у вас должно было все загореться. Но мы прождали час, вот вас ходили, отвлекали, задавали всякие вопросы. Это все сделано для того, чтобы мы могли убедиться, что включилось, но, в общем, не произошло. Сейчас приехали ребята, и они уже вручную это там поднастроили. У вас есть свет, дядь Толь. Наконец-то год ждали. Думали, нет, что вот там когда-то в ближайшее время он бы у вас появился? Или вы думали, что когда-то там, может быть, в будущем? Попозже бы. Ну, Ну не так, что вот да, сейчас, приехали... значит, меньше легче будет. Значит, уже... Конечно, вы сейчас, во-первых, у вас уже есть свет, вам не нужно будет там где-то меньше дров топить, чтобы там чайник вскипятить, покушать, Да. приготовить. Я тут даже уже припас. Ставьте в морозилку, будете сегодня жарить котлеты. Звук пошел. Ну и все там. Наверное, давно морозилкой не пользовались. Давно. Ну как? Имеется в виду не морозилкой, а вот Ну, с чем-то холодильник. замороженным. Да. Наверное, только зимой получается, что-то когда на улице могли на хранить. все это к вечеру приготовлю. К вечеру, да. Да. Еще одно нужно сделать дело. Вы говорите, что не получали никаких там новостей от внешнего мира, ничего не смотрели. Пойдемте проверим. А, сейчас у меня приставку я отдал. Точно, вы же говорили, там Цифровую, отдали но- кому-то. На. Но вам же ее вернут? Вернет она. А он, кстати, сам включился, смотрите. Нет сигнала. Ну да, ну что, видно, что все работает, Ну да. наконец-то. А лампочки у вас есть еще? Сейчас наконец-то Ваня выключит уже свет. А где у нас выключатель, вот он. И здесь еще сейчас лампочку поменять. Как она работает, просто выключатель наоборот, вверх-вниз. Ну, хорошо. Приятные эмоции Ну. испытываете. Были парни, что-то поговорили с вами и уехали. А тут приехали, как снег на голову, хоп, и уже свет Да я в появился. город собирался. Аня говорит, должны приехать. Я говорю, а я в город. Вот, говорю, уехал бы и... Да, представляете, вы уехали, и Ну. все, и не произошло бы такого события в вашей жизни. Виталий, ну теперь тогда обещайте, то есть у вас там по долгу было 16 500. Мы это полностью все оплатили. Сейчас просто вовремя оплачивайте, Да, по возможности. Мы вам еще на счет немножко закинем, чтобы вы сейчас успели встать на ноги. Где-то сейчас как раз пойдут первые у вас подзаработки какие-то, да, с Да, продажи пойдут. там грибов, Да. ягод. И уже начнете потихонечку это все оплачивать. Так что еще раз вас поздравляем. Ну, спасибо. Пожалуйста, дед. Спасибо. Удалось вас немножко осчастливить, как-то Конечно. настроение понять. Ну, мы рады, очень рады, что так удается. Вам тоже очень много людей, наших зрителей, писало очень много хороших комментариев, вас поддерживали, что там нужно не падать духом, писали, какой вы молодец, что у вас дома чисто, аккуратно, что вы за всем как можете ухаживаете, и тоже благодаря нашим ребятам, что они увидели вас искренность, доброту, вот это тоже все удалось сделать, так что можете тоже им какие-то слова Спасибо. передать. Спасибо. Всем спасибо. А чайника электрического нету, да? Чтобы поставить можно было. И плитки электрической тоже нету. Да? То сейчас вы пока все только здесь Да, на готовите. Мягко общаться, то с большей вероятностью, опять же, он пойдет к врачу просто потому, что он не будет видеть в этом ничего. Дядя Толя, вот так честно догадывались, что электричество будет у вас? Догадывались, что мы парни такие, если что-то там узнали, то сделаем. Каково вам понимать, что просто незнакомые люди, узнав, пообщавшись с вами, как-то вами проникшись, приехали и вот сделали, это 16 тысяч тоже не маленькие деньги, особенно для деревни. Вот просто взяли, оплатили и уехали, грубо говоря, по своим делам. Вот каково вам это осознавать в современном мире? Не скажу. В голову ничего не идет. Трудно укладывается, что такое бывает. Ничего не идет. Виктор, здравствуйте. Вам дядя Толя похвастался уже? Да, уже сказал. Что Свет? А вы, я так понимаю, давно с ним уже знакомы? Ну как, соседи, общаемся, что. Не, есть соседи, которые друг с другом не общаются, наоборот, даже враждуют. Есть такие, есть, я Да. ничего не говорю. Вас дядя Толя только вот в приятном ключе описывал, а вы как дядя Толю опишите?
Отношения у нас, можно сказать, И отличные. конфликтов никогда не было, ничего? Никогда, вот сколько живем, да, уже лет 20, наверное, живем, больше даже. То есть вы, получается, его и вот, супругу Мать еще живая была, всех знали? да. Немного-то порадовались за дядь Толи, что Ну, теперь... естественно, конечно, без света, что сидеть? Вот, а вот вы можете себя поставить на место, каково это год вот без света Да прожить? я с ума сошел бы, как так? Не каждый бы так бы смог так Естественно. прожить в таких условиях. Ясно. Ну ладно, спасибо вам большое. Спасибо за то, что такие соседи существуют. Потому что... Есть тут, ну, конечно, не все, я не говорю, что Да, все, а да. в основном вот здесь мы дружно все живем, так что. Да, так что спасибо, что помогаете, Да, дядь за Толя. что спасибо. Не обманули, дядь Толя. Хорошие соседи у вас. Соседи. Отличные. Радостно и приятно на сердце, что такие соседи есть. Мы сейчас поехали, немного по делам. Вот, заодно как раз перекусим где-нибудь, заедем, и потом до На той вас. стороне там Мгм. Ну да, мы на ту сторону поедем. Не прощаемся. Давайте. Друзья, сейчас мы приехали уже обсуждать главный сюрприз для дяди Толи. И я безумно рад, что мы с вами, объединившись, можем исполнять заветные мечты наших героев. Ведь на самом деле Дед Мороз живет в каждом из нас. И я уверен, многие из вас через Деда Мороза исполняли мечты ваших детей и близких. И раз мы уже заговорили на эту тему, то я хочу вам рассказать про два невероятных фильма, которые очень вдохновляют, поднимают настроение, и хоть сейчас не пора Нового года. Во-первых, я советую вам посмотреть мультфильм «Клаус». Это новое осмысление истории происхождения Санты. По сюжету сына, который жил в роскоши и прожигал жизнь, отец, почтовый магнат, отправляет в небольшой город, чтобы тот наладил работу почты и понял, что такое тяжелый труд. И пока сын не отправит 6000 писем, ему нельзя возвращаться домой. Вскоре он обнаружит в лесу хижину с одиноким старцем по имени Клаус, который изготавливал игрушки. И дальше сюжет закручивается, не буду вам пересказывать, это стоит увидеть вам самим. И я запомнил там одну фразу, ставшую нашим девизом: «Всего один добрый поступок вдохновляет на новые». И эта фраза полностью олицетворяет все то, что мы делаем вместе с вами. И второй невероятный фильм, который меня вдохновил, это фильм наших хороших знакомых с канала «Другие люди». И если вы помните, я рассказывал вам про их невероятные проекты, одним из которых был проект «Точка будущего». В нем они построили целый поселок для семей с приемными детьми и школу, чтобы эти дети там могли получить образование, общаться, расти и не быть изгоями. Так вот, ребята в этой школе решили провести благотворительную акцию под названием «Дед Мороз в каждом из нас». Просто взять и подарить тепло и новогоднее настроение тем, кому это особенно нужно, и тем, кто, возможно, перестал верить в чудо. В этом фильме ребята помогают в Центре реабилитации мам с детьми и дарят подарки внутри школы тем, кто их не ждет. И также дарят подарки на улице незнакомым людям. Я рад, что есть такие ребята, они делают масштабные вещи, и это невероятно круто. Я оставлю ссылку на их фильм в описании. Обязательно перейдите, посмотрите его и подпишитесь на канал «Другие люди» на Рутюб. Ведь они правда этого заслуживают. Спасибо. Нормальный чайник черный, да? А еще плитку однокомфорочную, если можно, электрическую. Давайте тоже черную. Черная все-таки более практичная. Я думаю, дядя Толя сама то. Черный чайник и черная плитка. Все, оплачиваем и скорее едем, потому что уже скоро будет вечер. Так, готовимся к ответственному моменту. Пойдемте в дом. Дядя Толь, у нас для вас еще есть последние подарочки. Держите, взяли вам чайник. Теперь, чтобы все работало на электричестве. И здесь печку двухкомфорочную. Как раз сегодня котлетки пожарите или отварите. Двухкомфорочную, я думаю, вам для готовки прям само то будет. Давайте проверим, а то мы, кстати, в магазине так и не проверили. Просто торопились к вам. Пошел контакт. Это греет. О, так, давайте следом чайник сразу. Лампочка должна загореться. О. Вчера, когда спать ложились, наверное, и не думали, что сегодня оно так все будет. Грибы на чем-то жарить.
чай пить с ягодой, да, Да, с вареньем. вареньем. Ну все, можно выключать звук, я слышу. Всё, техника работает. Да, все нормально. Да, выключайте на всякий случай. Че, дед Толь, проводите нас? Поедем, может, уже вечереет. Рады были вам помочь. Ну как, спасибо. Вот. Надеемся, Спасибо. что теперь у вас будут теплые вечера Конечно. при свете, что вы сможете там в ближайшие дни посмотреть телевизор. Как себя чувствуете сейчас? Хорошо. И чувствуется такая мотивация дальше двигаться, что-то развиваться, делать, где-то что-то работать. Есть оно вот у вас Есть. появилось внутри это ощущение? Появилось. Мы прям очень рады. Анна, вставайте рядышком с дядей Толей. Вот, спасибо большое, что нам, во-первых, написали, рассказали о вашем соседе. Мы ни в коем случае не сожалеем о том, что приехали. Мы тоже очень рады, что вы приехали, что так все получилось, и для дяди Толи, что все равно жизнь налаживается, и я думаю, что в дальнейшем будет только лучше. Правда, дядя Толь, будем стараться налаживать будем. жизнь, зарабатывать, Обязательно. глядишь, до пенсии доживем, скажи, да? Да. Да, в ближайшее время Помаленьку, пенсия. потихоньку, 1,5 года еще осталось, получается, до пенсии, 63 года. По 62 здоровью как дядя мы Толя говорили. обещал, что он в ближайшее время пойдет в больницу. Анна, вам еще раз большое спасибо за то, что нам написали. Мы так бы и не узнали бы Не за вообще что. бы Это вам спасибо о большое. дяде Я Толе. так приняла участие. Да. Да. И то спасибо, и Ане спасибо. Да, друзья, И вот всем спасибо. вы нам пишете, и благодаря этому мы как-то узнаем об историях. И если бы вот не вы, мы бы эту историю вообще бы ничего бы не знали, этого бы ничего у нас не получилось. Спасибо вам большое. Друзья, обязательно подпишитесь на наш канал, подписывайтесь на наши социальные сети. Мы вас всех любим, обнимаем. Спасибо, что вы помогли дяде Толе. И огромное-огромное вам спасибо. Увидимся с вами через неделю. А? Сейчас, а где не подскажете? 69 номер. 2 Толстого. Дальше. Куда дальше? Дядя Толь, К низу. а вот это же мотоблок, вы что-то такое подобное Да. хотели? Сильно торопитесь? Говорю, сильно торопитесь? У вас будет минутка? Я-то просто ни разу не видел. Ну вот он. А расскажите, можно мы поснимаем, не против? Как он так ездит? Я просто не знаю, там права на нем нужны, не нужны. Не надо. Не, ничего не надо. Не надо. Ничего не надо? Только пьяным не ездить. Да. А то на штрафстоянке А будет что стоять. это за аппарат? Мотоблок, ременная передача, 6,5 объем, 4-тактник, Мгм. тележка на 500 килограмм. Работать, трудиться можно, возить, да хоть куда на нем. Да? Да, на нем хоть куда. Может прокатиться? Не, Ой, если можно, было бы круто. не, А что? Дядя Толь, не прокатимся? хочу, не. Чужая техника. Мгм. Боитесь, да, что? Условится, говорится. Не давай чужую, свою технику в чужие руки. Мы сейчас доехали до магазина, где мы сейчас вам покажем самый главный подарок для Анатолия. И в принципе уже на рисунке здесь у магазина нарисовано то, что мы будем ему дарить. Мы сейчас поговорим с директором, мы с ним уже созванивались, все обсудили. И чтобы вы понимали, это все продается практически в полуразобранном виде. И вот Игорь, тезка, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Игорь забрал к себе домой и полвечера, вчера, наверное, полночи собирал. Прям много работы было проделано. Вот они, аппараты стоят. Но нашего уже здесь нету. Он Вот уже уже стоит готовый. готовый. К нам, получается, ничего дополнительно сейчас докупать не нужно. Не-не-не. То есть Всё- вы и всё бензин залито, залили, заправлено, всё масло. смазано. Наверное, рассчитаться? Можно глянуть, потом вернуться. Да почему? Сразу? Да, давайте. Ну, сейчас я документы Хорошо. заберу с машины. Мгм. Так, это документы, Так, чеки, всё. печати. Документы, чеки И на на сам. мотоблок, и на прицеп. Мгм. Ну, от прицепа документы у меня Мгм. в прицепе, я их тоже сюда. Всё. Едем смотреть уже в собранном виде
мотоблок с прицепом, и даже там, может быть, Игорь нам продемонстрирует, как это все работает, расскажет, и плюс мы обсудим сейчас примерно наш сценарий, как мы хотим это все преподнести. Хочется это сделать, ну, во-первых, чтобы это было необычно, чтобы он сам не сразу все понял, и сделать так, чтобы он это точно запомнил на всю свою жизнь, сделать так, чтобы он до последнего момента не догадался, что это, да, что это будет ему подарок. В общем, скоро все увидите. Открываются ворота, и я вижу эту красоту. Новенькое, все блестит, смазано, пыли нету, грязи какой-то нету. Прям, конечно, когда мы будем проезжать мимо дяди Толи, когда вы будете, конечно, мысли могут закрасться, потому что он, ну, новый, он чистый. Но я думаю, это будет настолько неожиданно для него в этот момент, что он, я думаю, не заподозрит. Работает, все нормально. Сейчас какие-то еще моменты здесь надо будет еще потянуть, подрегулировать. Получается, у Игоря есть, с помощью чего это все можно перевести. Не терпится посмотреть на реакцию дяди Толи на такой подарок, и это уже случится совсем-совсем скоро. Осталось погрузить мотоблок, и Игорь будет ждать нашего сигнала. Дядя Толь, а на своем мотоблоке бы прокатились? Конечно, надо. Если бы у вас был бы. Конечно. Так садитесь. Не. Это ваш мотоблок. Не. Это ваш мотоблок с прицепом. Серьезно? Серьезно. Поехали! Хорошо, отлично. Спасибо, ребята. И всем людям. Спасибо вам большое, что мы вместе с вами можем исполнять мечты. Это нереально круто. Такую руку набью. Крыло машет, дядь Толь. О, тормоз. Прям везде ходит. Хорошо прям заехал. Все, большое вам спасибо, что поучаствовали. Приятно было. Огромное спасибо. Ребят, мы оставим ссылку на магазин Игоря, нашего тезки Московская 76. Кому что-то надо из Болотного, кто будет проезжать с области, заходите. Игорь обещает сделать какую-нибудь скидочку. Да. Договорились? Да. Еще раз большое спасибо. Все, до свидания. С вас бы хороший актер бы получился. Вы будете через эти ворота его? Вот через те. Да, я его здесь ставить буду. Можно и там оставить. А плуг здесь или? Плуг, да, у меня в багажнике. А ну все, здесь. Я щас- Тогда все можно будет пахать. Можно Вон. и знакомого На. не звать. Ну, позвать можно. Пока туда-сюда все разобраться. Как, что. Толь, ну вот сейчас присели, перевели немножко дыхание. Поделитесь впечатлениями вашими, соображениями. Ой, я даже не знаю, как сказать. Спасибо всем, кто помог мне. Огромное спасибо. Трудно, да, укладывается в голове, что вот такое люди Да. могут делать. Да. Свои могут не помочь, а чужие помогут. Сегодня ваша заветная мечта осуществилась. Да. Вот, по грибы можно ездить.
Вы представляете, сколько теперь вы можете всего перевозить на ней? Мгм. Сколько товара, как можно сказать, будущего, грибов, Грибов, ягод. грибы, ягоды, уже поехал потихоньку, не пешком, не на ногах идти. Остановился, прошелся, собрал, переехал, набрал, и можно ехать продавать их. Да. Мы это, дядя Толь, для этого это все сделали. Мы хотели вам не просто дать рыбку, ну вот в плане подключить Ну-ну. вам электричество, а чтобы у вас еще была и удочка, благодаря которой вы сможете как раз ловить эту рыбку. И в том Да. числе оплачивать себе свет и Да, да, это всему все. тому подобное. Не знаю, можно сказать, что за сегодняшний день у вас прям Я не знаю, как сказать. жизнь перевернулась. В вашей жизни теперь начнется новый этап. Верим, что этот этап будет счастливым. Кому-то что-то перевести. Он кушает очень мало. Да, Вот я что знаю, он мало ест. На него больших расходов в принципе не нужно. 92-й. Мы Анне дадим М. телефон. Ну. Если что, вы через нее можете там созваниваться. Я и свой телефон могу поставить на зарядку. А, у вас есть телефон? Кстати, да, вы Да, теперь я- можете свой телефон зарядить. Да. Мы вас еще раз поздравляем. Дай бог, чтобы у вас прям все Да. нормально. Ну, вот такое мы еще ни разу не дарили, самому не верится. И, друзья, большое спасибо всем, кто помогал нам. Кто это помог. Кто помогал нам в этой истории. Да, Потому спасибо что, большое. ну, правда, очень дорогостоящий подарок, и я думал, мы такое, особенно Да. многие знают, какая сейчас текущая ситуация у нас. Всем, ребят, большое спасибо вот за ваше участие. Сделайте репост этого ролика, поделитесь им со своими друзьями, пусть они посмотрят, поднимут себе настроение. Я думаю, у нас получилось Да. сделать сюрприз и дяде Толе, и вам, и в общем. Да, ребят, спасибо вам всем. Всем, Все круто. всем, кто помог мне Да. в этой нелегкой моей жизни. Сейчас-то уже, дядя Толь, полегче должно быть. Но, Согласитесь? Мы уверены, что будет сейчас уже гораздо легче. Тем более, дядя Толь, с такими соседями да, вы точно соседи не хорошие. пропадете. Друзья, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши социальные сети. Если у вас есть возможность, вы можете нас поддержать, там, не знаю, оформить спонсорство. В общем, все реквизиты мы оставим в описании. И увидимся с вами через неделю. Пока. Дядя Толя под впечатлением, соседи даже вышли все, вот вы уехали, кто-то там стеснялся, все окружили дядю Толю, все там радуются за него, в общем, все здорово. Спасибо вам огромное.